Всем доброго времени суток, Асакур совместно с Реюду с вами, и сегодня в мобильных хрониках хаоса мы покажем вам, на что способны эльфы на максимальной прокачке. Подписывайтесь на канал, и мы начинаем. Прошло уже несколько месяцев с ввода в игру Альванора, изменения темной звезды и введения в игру особенности под названием эльфы. Настало время показать, что они из себя представляют, и вы решите для себя, нужны они вам или нет. Ролик поделен на две части. В первой части все 5 эльфов в защите будут отражать атаки против следующих 20 пачек, список у вас на экране. Мы будем обороняться против пачек с Кархом, Кирой, Нежитью, оленями, другими магами, физиками, критовиками, тесаком с Пеппи и так далее. Передо мной стоит цель максимально разносторонне показать вам и преимущества, и недостатки эльфов, поэтому в защите будут как и победы, так и поражения. Я покажу вам все. А уже во второй части, с помощью пачек, состоящих из 3 эльфов и 2 любых героев в атаке, мы будем сражаться против тех же 20 пачек, чтобы показать вариации использования эльфов с героями, которые уже давно присутствуют в игре. В том числе мы отыграем проигрыши с первой части и попробуем сразиться с помощью других составов с эльфами против тех пачек, которых мы смогли одолеть в защите. Абсолютно все герои во всех сражениях имеют максимальную прокачку, и я выражаю отдельную благодарность Реюду за то, что предоставил мне все эти бои. Стоит отметить, что если у вас есть желание как можно больше узнавать о героях на максимальной прокачке, нестандартных пачках и много другой полезной инфы, то приглашаю вас на сервер в Дискорде, который сфокусирован именно на мобильных хрониках хаоса, ссылка в описании. А мы приступаем к боям. Первые 3 боя пройдут против пачек с Кархом. Сначала проведем сражение против вариации с Небулой. Безликий подбрасывает Аврору, но она уворачивается от верхних щупалец Карха. И в это же время темная звезда отбрасывает контролем Астарота вглубь пачки, раскрывая Карха. Аврора снова выходит в первый ряд и щитом оглушает Карха. Альванор применяет на него первое умение, и он умирает первый раз. Кай запускает торнадо, Альванор и темная звезда также применяют свое первое умение и убивают Астарота и Карха. После этого момента остается только добить оставшихся героев. Следующий бой пройдет против Кархапака в вариации с Йоргеном. Сценарий сражения протекает приблизительно так же. Подбрасывается Аврора, контролем отбрасывается Астарот, Аврора возвращается в первый ряд и оглушает Карха. Далее Йорген ультует вместе с Кархом, и в этот же момент начинается перенос урона, из-за которого погибает Тея. Карх, заряжаясь с этого, умирает, воскрешается и сразу же подбрасывает всех снова, мгновенно убивая темную звезду и Альванора, и после этого момента у эльфов не остается шансов. В вариации с Каем Кархапак также успешно справляется, несмотря на то, что Кай довольно долго сопротивлялся. На очереди бой против Крита Киры с Андвари и Галахадом. Это одна из самых убойных критофизических пачек в игре. Посмотрим, как она поведет себя против эльфов. Альванор снова и снова поглощает урон с рикошетов Киры. Она ускоряется, но руна земли все равно не дает ей возможности пробивать пачку. Кира накапливает энергию на первое умение, применяет его, и в это же время Галахад также использует ульту под 2 артефактами на физическую атаку, и его мечи вносят огромнейший урон по всем эльфам. Сразу после использования Галахад снова пускает в ход стальные небеса, и в итоге своими действиями он практически в одиночку убивает всю пачку. Далее эльфы сразятся против более классического варианта пачки с Кирой, с Астаротом, Андвари, Небулой и Безликим. Этот вариант наиболее часто используется игроками, если нет возможности выкачать Джета и Себастьяна. И снова Кира под бафом Небулы не способна пробивать эльфов из-за руны земли Альванора. Пошло подбрасывание от Безликого, и в этот же момент влетает еще один снаряд от Киры и убивает Альванора, после чего она применяет свое первое умение и заканчивает бой в свою пользу. В
Вслед за этой пачкой с Кирой мы попробуем сразиться против крита Киропака с нежитью. И снова Альванор блокирует рикошеты Киры. Создается алтарь, но никто из эльфов особо не страдает от него. И тем временем у Авроры остается мало здоровья. Кира собирается применить свое первое умение, но темная звезда успешно прерывает ее планы. Пошло торнадо от Кая, которая в момент убивает Киру, и после этого пачка с ней терпит поражение. А что может противопоставить состав из 5 героев нежити против 5 героев эльфов? Давайте посмотрим. Поначалу бой идет как обычно. Создается алтарь, Кира ускоряется, Безликий и Темная Звезда одновременно откидывают танков вглубь пачки. И все же Аврора возвращается обратно в первый ряд и оглушает Киру щитом. А Корвус, так и не успев вернуться в первый ряд, вынужден смотреть, как Альванор применяет свою первую способность под меткой Темной Звезды в Киру и убивает ее. Дальше следует чисто символическая торнадо от Кая, которая без труда уносит Фобоса, а вслед за ней падает Мориган и оставшийся Корвус с Безликим. Сейчас мы попробуем сразиться против вариаций оленей с Астаротом, Йоргеном и Мартой. Довольно неспешно развиваются события в бою, и тут же в Альванора бьет верхняя молния от Ларса, снимая ему более половины здоровья. Альванора немного подлечивает Тея, и далее едва ли не за полсекунды ультует Йорген, а Ларс цепной молнии вносит огромное количество урона, мгновенно убивая Альванора. Накопив энергию с этого, он призывает Вихрь, и Криста накрывает все это дело своей первой способностью, не оставляя эльфам ни единого шанса. Кай чудом выживает, но это дело времени, ведь у оленей никогда не бывает проблем с нанесением урона. Теперь в ту же вариацию попробуем поставить Селесту вместо Йоргена. Конечно, Селеста не будет наносить урона Авроре своими базовыми магическими атаками, но здесь она присутствует для того, чтобы запретить эльфам лечиться с помощью своих многочисленных способностей. Снова верхняя молния Ларса бьет Альванора, его тут же лечит Тея, Селеста меняет форму и лечит Астарота. А Ларс снова использует цепную молнию и вихрь, Криста также применяет свое первое умение. Альванор умирает, эльфы едва живые, Кай выпускает торнадо и излечивается им. Эльфы продолжают жить и убивают Ларса, его воскрешает Астарот. И снова вихрь в дуэте с Кристой наносит какой-то немыслимый урон, вследствие чего умирает практически вся пачка. Остается только добить Аврору, что и получается совершить за несколько секунд из-за обилия активных эффектов с артефактов на магическую атаку. Дальше эльфы сразятся против оленей в вариации со Астаротом, Селестой и Небулой. В таком расположении Небула будет раздавать шары Селесте и Ларсу, однако если Темная Звезда сломает им строй пачки, то под эффект может попасть и Криста. Но истинный смысл такой вариации с Небулой состоит в том, чтобы Ларс под шаром ударил цепной молнией с запредельным количеством урона, уничтожив всех сразу, что практически и происходит. Кай снова невероятным образом выживает, у него остается буквально несколько тысяч здоровья. Но оленям уже ничего не угрожает, и они без труда добивают оставшихся эльфов. Тесак, Йорген, Безликий, Пеппи, Марта – классика среди пачек с Тесаком и Пеппи. Посмотрим, смогут ли эльфы остановить ее. Как всем известно, не стоит ставить Тесака и Пеппи против Авроры, так как урон от щита будет отражаться об ореол, и это не приведет ни к чему хорошему для команды с Пеппи. Йорген ультует, Тесак вытягивает к себе крюком Тею, но возникает ситуация, в которой Аврора все-таки выходит в первый ряд. Безликий снова откидывает ее, а Тесак теперь вытягивает Темную Звезду. И обстоятельства у эльфов складываются таким образом, что все герои, кроме Кая, находятся на первой полосе, и из-за этого Тесак оглушает их всех, и Пеппи накладывает на него щит, который тут же уносит Альванора, Темную Звезду и Тею. После этого без труда можно добить оставшихся. Следующий бой проведем против Галахада, Маркуса, Ясмин, Себастьяна и Марты. Сейчас мы выясним, что Ясмин может сделать эльфам.
И вот она накапливает энергию и применяет танец смерти, вгрызаясь в Альванора и единым махом убивает его. Маркус неплохо справляется с ролью танка в первом ряду, используя святой щит и накладывая эффект магической защиты от артефакта, и поэтому торнадо Кая не наносит урона. И снова Ясмин проникает вглубь пачки эльфов и выбирает следующей жертвой Кая. Немного спустя Аврора умирает от яда и остается добить темную звезду и Тею. А как покажут себя эльфы против крита пачки с Галахадом, Эльмиром, Себастьяном, Корнелиусом и Джетом? Как мы видим, Аврора довольно успешно держится против крита Эльмира и Галахада, даже несмотря на то, что она находится под дебафом Себастьяна. Темная звезда откидывает Галахада контролем, и на первую линию попадает Эльмир, его оглушает Аврора, и он погибает. Нападающая пачка лишилась главного дэмэдж-дилера, и бой продолжается. В этом моменте главную роль для переживания ульты Галахада сыграл активированный ранее артефакт Новорот от Авроры. Снова темная звезда откидывает контролем Галахада обратно в пачку и подставляется Себастьян. Корнелиус призывает критующую глыбу и убивает ей Альванора. Находясь в одном ряду с Галахадом, Себастьян получает несколько стрел от темной звезды и практически умирает, но Джет начинает заливать в него свое зелье, и он продолжает жить. Снова полетел монолит, но Тея уворачивается от него, так как артефакт Авроры на уворот снова дает о себе знать. Галахад снова ультует, излечивается, но не убивает никого. А темная звезда выпускает мстительные души, забирая Себастьяна. После этого она отбрасывает Галахада, подставляя Корнелиуса, который не выдерживает даже и нескольких секунд. Бой выигран. Заменим Корнелиуса на Сорвиголову, чтобы узнать, справится ли она с эльфами. Стоит напомнить, что с каждым критом она усиливает себе физическую атаку, и чем больше времени идет бой, тем сильнее она бьет. В совокупности с Джетом и Себастьяном ее криты приобретают устрашающий характер. И снова темная звезда отталкивает Галахада и подставляется Эльмир, который моментально умирает от рун льда Альванора. Сорвиголова беглым огнем расстреливает Аврору, и Галахад также накрывает эльфов своими мечами, убивая Альванора. Теперь некому защищать оставшихся эльфов, и поэтому бой заканчивается в пользу атакующей пачки. Протестируем Джу. В качестве танка будет снова выступать Галахад, а к самому Джу доберется Небула с шарами, Фокс со своим первым артефактом на пробив брони и Марта для еще более быстрой разгонки. Тея на последней позиции становится лакомым кусочком для Джу, который под бафом Небулы может убить ее с одного бумеранга. Пошла ульта от Джу, и первая тычка в Тею сносит ей практически все хп, а со второй тычки он без проблем добивает ее. Фокс применяет крупный калибр и откидывает Аврору, а на первой позиции оказывается Альванор, который получает ваншот от критующей атаки Фокс под бафом Небулы, и тут же ее накрывает торнадо Кая. Джу продолжает раскидывать бумеранги и запросто добивает всех оставшихся. На очереди бой против Галахада, Исмаила, Цинмао, Себастьяна и Безликого. Здесь есть артефакт на пробив брони для Исмаила от Цинмао, улучшение критов от Себастьяна и бросок силы Безликого для раскрытия второго ряда у эльфов. Аврора достойно держится, темная звезда отбрасывает контролем Галахада, и в ближний ряд выходит Исмаил, которого оглушает Аврора, и Альванор под меткой темной звезды убивает его рунами льда. Торнадо Кая добивает Цинмао, однако в этот же момент Галахад стальными небесами забирает темную звезду, снимая с нее все здоровье мигом. Серьезно покалеченная Галахадом Кай запускает очередное торнадо, которое уносит Себастьяна и излечивает его самого. Осталось только добить Галахада и Безликого. Руфус, Сатори, Йорген, Безликий, Марта. Как поведет себя эта пачка в атаке против эльфов? Сатори известен своим огромным уроном, который он способен нанести с первого умения. Главное, чтобы у него была возможность применить его. В то время как темная звезда стравливает очередного танка, открывается Сатори, который оглушается щитом Авроры, и Альванор под меткой рунами льда снимает ему практически все здоровье. Но тот успевает выпустить лисов, тем самым нанеся немалое количество урона, но этого урона недостаточно, чтобы получить какое-либо преимущество, а здоровье Сатори подходит к концу. В этом бою Руфус не дает умереть оставшимся героям в его команде, а его команде теперь не хватает урона, поэтому бой заканчивается ничьей.
Стандартный пак с Орионом. Справится ли бессмертная классика с эльфами? Проверим. Залпы Ориона и сферы Гелиоса чуть ли не убивают Альванора, своевременная помощь Теи спасают ему жизнь. Астарот едва держится, а эльфы чувствуют себя в полном порядке. Практически загнанный в угол пак с Орионом испытывает трудности, и Кай торнадом заставляет Астарота воскресить самого себя. Остается 30 секунд до конца боя, и в этот момент умирает Астарот, и следом за ним Дориан, а Гелиос с сферами под эффектом артефакта Ориона на пробив брони лишает жизни Альванора. Йорген не выдерживает натиска торнадо, и оставшиеся Орион с Гелиосом также не способны пережить 4 эльфов. Следующий бой будет проведен против пачки, концепция которой построена на отталкивании и увороте. Цинмао с помощью артефакта на пробив брони позволит Данте наносить полный физический урон со своих копий, плюс ко всему Джет позволит критовать им обоим, а Арахна здесь для того, чтобы применять контроль на как можно большее число героев. Все это звучит интересно, но на практике получается не всегда так, как это планировалось. Атакующая Аврора отталкивается темной звездой, и Цинмао совершенно ничего не успевает сделать. Данте раскидывает свои копья, а Арахна оглушает Аврору и Альванора. Кай запускает торнадо, Данте едва живой, снова хочет кинуть копья, но не успевает этого сделать, умирая от взрыва Авроры. Тея лечит Альванора, которого неплохо ранил Данте, все эльфы живы, и выиграть этот бой остается лишь вопросом времени. И напоследок попробуем отбить атаку против Авроры, Маркуса, Эльмира, Фокс и Марты. В этой пачке 2 источника лечения, 2 артефакта на пробив брони, а Эльмир и Фокс надежно спрятаны за 2 танками. Начало боя протекает весьма спокойно. Эльмир и Фокс применяют свои первые умения, откинутая Аврора еще долго будет находиться в оглушении, однако подставившемуся Альванору с его руны земли совершенно по плечу атаки дэмэдж-дилеров врага, он блокирует их все. Эльфы отвечают своими способностями, а темная звезда дополнительной стрелой забирает Фокс. И продемонстрированная мощь руны земли блокировать тонну физического урона позволяет победить этот бой без единой потери с полностью восстановившимся здоровьем. Итак, перед вами результаты боев с 5 эльфами в защите. Эльфы победили в 8 боях, понесли поражение в 11 и 1 раз сыграли в ничью. Выводы сделаем к концу видео, а сейчас сразу же приступим ко второй части, в которой перед нами стоит цель с помощью 3 эльфов плюс 2 любых героев вместе с ними в атаке одолеть те же 20 пачек. Снова начинаем против пачек с Кархом, и к Авроре, Альванору и Темной Звезде мы доберем Небулу и Андвари, который является прямым контрпиком Карха, запрещая ему подбрасывать героев. Небула в таком случае становится между Альванором и Темной Звездой, и это открывает возможности улучшать урон и лечение с рун Альванора. А еще руны Земли также усиливаются с помощью шаров Небулы, и ее активация под этим бафом позволяет блокировать гораздо больше урона, что мы и видим. Аврора полностью блокирует все атаки. Темная звезда двойной стрелой под шарами и своей меткой вносит гораздо больше физического урона, которого должно хватать против многих пачек. Как мы видим, несколько подбрасываний Карха не дают никаких результатов, и мы спокойно выигрываем этот и 2 остальных боя против Карха. Теперь нам предстоит сразиться против Крита Киры.
Фактически 3 героя в нашей пачке являются контрпиком для нее. Альванор из-за руны земли, которая блокирует входящий физический урон, Лиен из-за умиротворения, которое усыпляет любого на 4 секунды, кто нанесет ей урон, и Гелиос за счет того, что на каждый крит будет ответ в виде пламенного возмездия. Обратите внимание, Кира усыпляется даже тогда, когда Лиен полностью блокирует и не получает урона от нее за счет руны земли Альванора, что конечно же также расценивается как преимущество. И в совокупности с 3 магами в пачке магического урона хватит, даже несмотря на то, что ни у кого из них нет артефакта на пробив защиты от магии. Далее попробуем сразиться против более стандартного пака с Кирой, а вместо Лиен и Гелиоса в этот раз у нас будет Маркус и Небула. Альванор становится за Маркусом и находится в полной безопасности. В это же время он получает баф от Небула, и руна земли блокирует урон, даже если вражеская Кира пытается нанести его под шаром своей Небулы. Маркус в такой пачке вносит влияние своим танкованием на передней линии и лечением, которое под руной жизни умножается на 2 для всех эльфов. Темная звезда, стоящая позади всех, находится в идеальных условиях и под Небулой наносит достаточное количество урона для победы. В следующем бою против крита Киры с нежитью внесем коррективы в нашу пачку и заменим темную звезду с Небулой на Тею и Кая. 4 из 5 героев в такой пачке имеют целебные способности в том или ином виде, что позволяет им достойно держаться даже против критующей Киры с Корвусом и Мориган. Ключевая опасность для подобной пачки эльфов состоит в момент применения Киры ее первого умения и накладывания эффекта молчания, в период которого никто не сможет подлечиться. Но эльфы успешно переживают этот момент и справляются с Кирой, а потом и со всеми остальными. И еще один бой против Киры в команде со всеми героями нежити мы проведем уже знакомой нам пачкой Аврора, Маркус, Альванор, Небула и Темная звезда. В такой вариации Альванор закрыт Маркусом, что позволяет не бояться броска силы Безликого. А также Небула раздает баф как и самому Альванору, тем самым улучшая эффект от всех его рун, так и Темной звезде, поднимая показатель урона со всех ее стрел. Маркус же под руной Альванора лечит эльфов в 2 раза сильнее, не забываем про это. Из-за блокирования урона от рикошетов Киры Альванором она вынуждена довольствоваться уроном только от первого умения, которое действительно опасно, но его не хватает для победы. Дальше нам предстоит сразиться против оленей. Начнем уже с традиционной пачки с ними, Астаротом, Йоргеном и Мартой. Из эльфов в своей пачке мы возьмем Аврору, Кая, Темную звезду и ответим тем же Йоргеном и Мартой. В этом бою зарешал тот фактор, что Ларс Верхней и Цепной Молнией просадил по здоровью Кая и Темную звезду, тем самым успев подзарядить их перед ультами Йоргенов с обеих сторон, а сам Ларс не успел зарядиться для применения бури. Также необходимо обратить внимание, что в обеих пачках Йоргены не задели своим первым умением Марту и с атакующей из защитной пачки, что позволило им обеим ультануть, но вражеская Марта серьезно страдает от переноса Йоргена из-за торнадо Кая и мстительных душ Темной звезды. В то же время, из-за того самого торнадо Кая Ларс сильно проседает, а дополнительная стрела Темной звезды по механике атакует героя с наименьшим количеством здоровья. В нашем случае это Ларс, который погибает и воскрешается. После воскрешения Ларс совместно с Кристой применяют свои первые умения, но этого урона недостаточно, так как сейчас на поле нет шипов Кристы, и к тому же в ход вступает чайник Марты, который позволяет пережить эльфам этот момент и победить в данном бою. Астарот, Олени, Селеста и Марта сразятся против Авроры, Лилит, Кая, Йоргена и Теи. В такой атакующей вариации с эльфами мы имеем 2 артефакта на защиту от магии, Кая совместно с Йоргеном в виде основных магов дэмэдж-дилеров и немало умений для сбития таймингов применения способностей оленями. Это такие способности как молчание Теи, микрооглушение Лилит Стопота и торнадо Кая, конечно, если еще не считать Йоргена. Из-за данных нюансов защищающимся оленям тяжело подловить временное окно, чтобы скомбинировать все способности и в один момент расправиться с атакующими. Хоть у нападающих совсем немного магического урона, это все равно не мешает успеть им победить в данном бою.
Против Астарота, Оленей, Селесты и Небулы можно действовать практически так же, только заменив Лилит на Марту. Так как даже без микрооглушений и артефакта на защиту от магии с Лилит можно вывести на нескончаемом массовом лечении всей пачки то от Марты, то от Теи. Единственный, кто будет близок к смерти, так это Кай, но даже против Селесты такая пачка к концу боя останется полностью невредимой с увеличенным запасом здоровья в полном объеме. В борьбе с классической пачкой Тисака и Пеппи нам поможет Аврора, Альванор и Тея совместно с Ясмин и Себастьяном. Альванор по расположению всех героев становится за Ясмин. Это нужно иметь в виду против тех паков, у которых способности вскрывать второй ряд опаснее, чем бросок силы от Безликого. Ясмин с улучшенными критами от Себастьяна сильно сокращает время жизни Тисаку и в танце смерти еще быстрее расправляется с одиночными целями без брони. А отсутствие контрпиков и наличие исцеления в виде Альванора и Теи делают Ясмин неуловимой для такой пачки. А нападая на пачку с Ясмин в защите, нам ничего не мешает поставить себе Гелиуса, чтобы она сгорела со своих же критов. Самого Гелиуса и Темную Звезду в случае чего обеспечим аурой вампиризма от Дориана, а Кай и так довольствуется встроенным вампиризмом со способности. Аврора за счет уворота показывает наибольшую стойкость к Ясмин, нежели чем Тисак, что обеспечивает защиту Каю, находящемуся во втором ряду сразу после нее. Как и ожидалось, набросившись на любого героя, криты Ясмин сыграли против нее, и не добив Кая, она умирает, обрекая свою команду на поражение, так как у защищающихся героев не осталось полноценного дэмэдж-дилера. Как действовать против крита пачки с Галахадом, Эльмиром, Корнелиусом и Джета Себастьяном? Из эльфов можно выбрать Аврору, Альванора и Темную Звезду и добавить уже полюбившуюся нам Небулу, а пятым героем взять Безликого, чтобы с полной уверенностью раскрыть второй ряд, где стоит Эльмир, и быстро расправиться с ним, что собственно и происходит. Темная Звезда под бафом Небулы за одну базовую атаку лишает Эльмира всей полосы со здоровьем. Также следует обратить внимание на Альванора под артефактом с эффектом пробива защиты от магии от Безликого. С ним руны льда наносит полный магический урон, а Безликий, копируя Альванора, вносит в 2 раза больше урона от этой же способности. Таким же составом и по такому же сценарию побеждаем Галахада, Эльмира, Сорвиголову и Джета Себастьяна. На очереди бой против пачки с Джу. В нашей пачке будут Аврора, Альванор и Тея вместе с Небулой и Арахной. Арахна становится позади Альванора, и тем самым вместе с Теей они обе попадают под баф Небулы. Арахна серьезно мешает Джу своими контролирующими умениями и первым артефактом на броню, а во время телепорта под шаром Небулы это умение способно нанести немалое количество урона, что мы и видим в бою. Тея, находясь на последней позиции в пачке, остается уязвимой к Джу, но за счет того же бафа Небулы она способна лечить себя гораздо сильнее, держась при этом как можно больше времени. И не стоит забывать о руне Альванора, которая также помогает своим поглощением урона базовых физических атак. Плюс ко всему, первый артефакт на уворот от Авроры и первое умение Небулы, которое сжигает энергию врагам, также является преимуществом в борьбе против Джу. Галахаду, Исмаилу, Цинмао, Себастьяну и Безликому, как и многим другим физическим и критофизическим пачкам, не просто сражаться против Альванора. Ведь руна Земли — это та способность, которую нельзя отменить и которая к тому же всегда активна для эльфов. Поэтому Аврора и Альванор на передних позициях выступают достойной защитой для Кая и Безликого, находящихся под Небулой. 2 торнадо, да еще и хоть один под ее бафом, вносят внушительный урон, который физикам без лечения
лечения пережить крайне сложно. Используя 3 эльфов с 2 любыми другими героями, максимально быстро забрать пачку с Руфусом, Сатори, Йоргеном Безликим и Мартой можно с помощью Авроры, Альванора, Киры, Небулы и Темной Звезды. Физического урона под бафом Небулы то Кире, то Темной Звезде должно хватить для того, чтобы Сатори не успел применить свое первое умение. Даже если бы вместо Руфуса против нас стоял Астарот и воскресил Сатори, то он не нанес бы много урона, так как в нашей пачке никто не получает дополнительную энергию. Классический пак с Орионом в защите – довольно уязвимая мишень, так как против подобного можно воспользоваться и Сатори, и Кархом, и Корнелиусом, как в нашем варианте. Здесь даже можно оставить 4 эльфа, а вместо Тей поставить как раз того самого Корнелиуса. В первую очередь он хорош не своим монолитом, а защитным куполом, повышающим магическую защиту для всех, наподобие первого артефакта на защиту от магии. Кстати, его первый артефакт в дополнение ко всем антимагическим способностям имеет данный эффект. Проседая по здоровью, Корнелиус все же выживает в этом бою, так как ракеты Ориона выбирают в приоритет цели с большим количеством текущего здоровья. А сейчас нам предстоит сразиться против Авроры, Цинмао, Арахны, Данте и Джета. Эта пачка отталкивает, уворачивается, критует, оглушает, и дабы обеспечить полную защиту Альванору, поставим уже привычного нам Маркуса, а за ним Небулу и Темную Звезду. По сути, эта пачка была ближе всего к тому, чтобы одолеть несколько героев сразу в нашем атакующем составе. Обратите внимание, что за прошедшие 18 боев в нападении мы не потеряли ни одного героя, и этот бой не исключение, так как Темная Звезда под Небулой и своевременное лечение от Маркуса и Альванора, плюс руна, блокирующая урон с физических атак, поспособствовали тому, чтобы все остались живы. И в финальном бою против Авроры, Маркуса, Эльмиры, Фокс и Марты мы воспользуемся Авророй, Альванором и Тей, совместно с Ясмин и Себастьяном. Наша Аврора под Альванором и Теей достойно держится против пробивников в виде Эльмира и Фокс, а Ясмин и Себастьян в это время чистым уроном от яда и критов умело справляются с вражеской Авророй. И даже несмотря на тот фактор, что Ясмин промахивалась в танце из-за ослепления Фокс, Аврора все равно не проживает долго, как и остальные герои в пачке соперника, которым совершенно нечем нам ответить. Результаты боев с эльфами в атаке у вас на экране, в скобочках указано, за какое время мы победили, а победили мы во всех нападениях. Эльфы – это достойные персонажи, для рассмотрения их на прокачку. Их потенциал и вариативность в атаке немалы, а при выстраивании защиты с ними требуется грамотный подход в виде анализа самых часто прокачиваемых героев именно на вашем сервере. Возникают ситуации, когда следует закрыть Альванора на второй позиции, сместив на третью, например Маркусом или Андвари. Вариации с эльфами, показанные в видео, лишь малая часть того, что можно придумать, здесь уже подключается ваша смекалка. Стоит ли качать именно 5 эльфов или выбрать несколько из них, решать вам, но в любом случае это те герои, применение которым можно найти. Деление на особенности упрощает возможность выстраивать различные пачки, а при виртуозном владении навыком использовать только тех героев, которые есть в наличии, не прибегая к большому донату, всегда можно выходить победителем. Так и здесь, прокачивая всех или нескольких эльфов в дополнение к другим имеющимся актуальным героям, можно на долгое время быть уверенным в том, что на следующий день это точно не станет ненужным. Хоть никто и не знает планов разработчиков, в мобильных хрониках хаоса мета меняется плавно, и это играет нам на руку. А что вы думаете про такой формат тестирования героев на максимальной прокачке в защите и в атаке? Напишите об этом в комментариях. И давайте попробуем набрать 1000 лайков для того, чтобы я понял, интересны ли вам подобные видео или нет. Также напоминаю вам, что лучшей благодарностью от вас будет подписка и лайк этому видео. Вам не сложно, а мне приятно. Всем спасибо за просмотр.